Приветствую тебя, дорогой зритель! В данном туториале я тебе расскажу о плагине, который поменял все в обычном выживании в Майнкрафте, и имя ему Slime Fun. При первом появлении на сервере у вас уже будет некий намек на то, что данный плагин присутствует, и это будет книжка. Это ваш основной инструмент, с помощью которого вы отправитесь в удивительный мир изучения, приключения и гринда. Чтобы иметь возможность хоть что-то сделать с помощью этой книги с рецептами, сперва нужно эти самые рецепты изучить за ваш опыт или приобрести как донат. Хд. Сделать это достаточно просто, нужно всего лишь открыть книгу и выбрать интересующий вас предмет для изучения. Но давайте начнем с основ. К чему же приступать первым? Среди этих многих разделов можно легко запутаться и потеряться. С чего же начать? Главным источником и, так скажем, базовым материалом является гравий. Кто бы мог подумать, такой непримечательный гравий, наш дружок, который, кажется, только и годился для кремния. Но, как видите, все изменилось. Теперь он важная шишка в нашем с вами выживании в Майнкрафте. Получить гравий на сервере можно с помощью некоторых способов. Ну, например, самый простой и стандартный – это просто добыть его лопатой. Также можно изучить дробильню в книжке и сделать ее так, как указано в рецепте. Поэтому находим нашу дробильню и смотрим детальней. Этот рецепт является постройкой, то есть то, что указано в центре, нужно просто построить в мире при помощи тех блоков, что там указаны. Для того, чтобы сделать дробильню, нужно поставить раздатчик и на него забор, закинуть вовнутрь наш булыжник и нажимать по забору сверху, и мы будем получать наш гравий. Также есть много различных других рецептов, которые вы сможете увидеть, когда переходите в меню с механизмом. Но для чего же нужен этот гравий? Что с ним дальше делать? Обработать гравий можно разными способами. Давайте зайдем в основные машины и выберем промыватель гравия. Вот мы видим его крафт. Ну что же, давайте построим. Для этого нам потребуется котел и на него сверху поставить люк. Берем в руки наш гравий, вот такой шрек, и клацаем по нашему люку. И происходит промывка нашего гравия. Все, у меня в руках ничего не осталось, поэтому оно там засветилось, что нету рецепта такого. И с помощью данных манипуляций мы смогли получить просеянную руду, но на самом деле нужно ее еще промыть. Поэтому заходим в основные машины и ищем промыватель руд. Промывает просеянную руду для фильтрации руды. Ну вот мы видим, значит, тут рецепты. Ну давайте начнем. Итак, ставим все по рецепту. Ой, тут внизу котел должен быть. Потом заборчик и сверху ставим раздатчик. Теперь входим в раздатчик, закидываем туда просеянную руду и тыкаем по забору. Получаем различные пыли. Опять же в разделе «Основные машины» находим плавильню и с помощью нее превращаем нашу только что промытую пыль в слитки. Давайте построим плавильню. Нужно поставить незерские кирпичи, по центру раздатчик, а сверху незерский забор. Но в рецепте крафта еще показано огнево. Как же это все запустить? Если сейчас так закинуть нашу пыль, то ничего собственно происходить не будет. А все довольно просто. Нужно под этой плавильней разместить огнево и нажимать по забору. Я думаю, что по этих основных механизмах проблем не должно возникнуть. Тут все так же делается через раздатчик. Но я думаю, как только вы сможете позволить себе больше, возникнет потребность в магических предметах. А для этого нужно понять, как работает древний алтарь. Для примера мы будем крафтить пустую руну, и я вам покажу, как использовать древний алтарь. Переходим в раздел «Магические приборы» и ищем древний алтарь, а также ищем древний постамент. Их нам нужно 8 штук, хорошо, хоть они 4 штуки за раз крафтятся. Ставим наш древний алтарь в центре и вокруг него, отступая от алтаря 2 блока, ставим постаменты. Вот таким вот образом.
В крафте пустой руны было указано, что по углах нужно поставить камень, потом волшебную частицу, а по центру обсидиан. Расставляем и нажимаем значит нашим обсидианом по алтарю, и происходит процесс крафта. А так в дальнейшем все довольно просто и происходит идентично. Следующий раздел, с которым нужно разобраться, это электричество. Для работы любого механизма из этого раздела необходим энергетический регулятор. После этого нам понадобится какой-то источник питания, будто солнечная панель или же тепловой генератор. Для того, чтобы заряжать такие предметы, как ранцы, мультитул, необходимо иметь заряжающий верстак. Ну давайте начнем строить нашу сеть. Ставить энергетический регулятор и к нему какой-нибудь источник питания. Как видно, то все работает и энергия пошла. Энергетический регулятор действует во все стороны примерно на 6 блоков. То есть по вот этим всем направлениям. Ну и вгору и вниз, естественно. По диагонали он вот так не работает. Также все прекрасно работает сквозь блоки. И, например, мы ставим панель на крыше, чтобы в дом пустить энергию. Разъем энергии служит таким себе проводом, который можно провести энергию на большие расстояния. И вот, например, мы ставим такие механизмы, как электрическая печь и заряжающий верстак, и они прекрасно работают. В принципе, на этом по электричеству все. Довольно просто в освоении. Не летайте сильно, пацаны и девочки, вы матерям еще нужны.